Всем привет! Сегодня буду готовить сало. Очень вкусное копченое сало в городских условиях. Так как коптильни нет, это рецепт для тех, кто хочет копчененького, а покоптить у них нет возможности. Есть куча разных рецептов. Я буду делать такой, как мне, как бы кажется, нормальным. Заодно и вам покажу. Для этих целей подбираем сало хорошее. Я вот нашел вот такое полкило кусочек. У нас продается с такими прожилками. Скажем так, кто хочет рассмотреть, пожалуйста, рассматривайте. Довольно толстенькое. Ну, здесь пошло на уменьшение. Ну, вот такое я взял. Можно его солить всем этим куском целым, но будет дольше солиться. То есть надо будет выдерживать больше времени. Если я хочу побыстрее, надо порезать на более мелкие кусочки. Я разделю вот здесь где-то приблизительно полкило, разделю на 3 кусочка, чтобы побыстрее сделать. Значит, вот, берем и приблизительно, так сказать, я возьму вот где-то вот так вот на 3 таких кусочка разделю этот. Если вам спешить некуда, значит, можете оставить большим куском, просто дольше будет дней просаливаться в рассоле. Вот, значит, это у нас готово. Что еще мы будем применять? Я буду для этого рецепта применять луковую шелуху. Пошел сегодня в овощной магазин, насобирал луковой шелухи. Покупал лук, заодно там насобирал шелухи луковой для этого рецепта. Соль. Соль обычная, мелкая. Я буду применять здесь 6 вот таких столовых ложек соли. Без горки. Просто столовая, большая столовая ложка, 6 столовых ложек соли. Почему? Потому что это я буду применять на 1,5 литра воды, которая у меня сейчас уже кипятится на кухне. Значит, в этот рассол 1,5 литра 6 столовых ложек. На литр 4 столовых ложки. Из этого расчета я выбираю. Теперь, так как все зависит от того, какое у вас количество сала, можно меньше шелухи, у меня было достаточно, я набрал ее больше. Вот. Одну хорошую зубчик чеснока. Вот смотрите, какой у нас крупный чеснок. Так что у меня такая, не знаю, может у кого надо несколько зубчиков, чтобы такие получились. Теперь здесь у меня лежит, значит, перец горошек, лавровый лист. И вот здесь с этой стороны лежит гвоздика. Вот это все, что мне нужно. А, забыл. Это же копченый будет сало, рецепт копченого не только по цвету, а еще и по запаху. Значит, буду использовать жидкий дым. Вот покажу вам наш жидкий дым. Кстати, вот аргентинский флажок. Из Патагонии, написано, что он сделан на натуральных, так сказать, этих дровах для копчения, там и все такое. Вот его я буду применять на свой весь этот засолочный раствор 1 чайную ложку. Вот такую чайную ложку, не больше, я буду применять этого. Ну все, едем на кухню, приступаем к работе. Здесь у меня уже кипит вода. Здесь 1,5 литра воды, как я и обещал. Значит, туда всю эту шелуху от лука. Вот. Раз. Все туда. Так. Значит, берем. Придавливаем. Начинаю, немножко добавлю огонь, потому что у меня тут как раз я убавил, чтобы оно быстрее кипело. Теперь вот эти все ароматные вещества сюда же, только оставлю лук. Я его на потом оставлю, на немножко позже. И высыпаю всю эту соль, которую я говорил, что я приготовил для этого раствора. Он должен быть довольно соленый раствор, потому это все хорошенько перемешиваем и даем прокипятиться где-то в течение 5 минут, чтобы набрало все этот самый цвет красненький, как яйца на Пасху красим. Вот, чтобы набрало этот цвет, чтобы растворилась соль и напиталась всеми ароматами, которые у нас тут есть. Значит, огонь не сильный, просто чтобы кипело, напитывалось.
крышкой накрываем и ждем минут 5. 7 минут. Ну, в общем, не так критично. Прошло минут 7. Смотрим. Нам не надо, чтобы оно сильно кипело, потому что мы тут не варить собираемся, а солить. Значит, все хорошо. Запах очень классный. Цвет тоже, смотрите. О, отлично. Значит, в этот момент добавляем чеснок и добавляем жидкий дым. Чеснок будем вот таким макаром, большими кусками такими, раз, прямо с кожицей, совсем туда же. Вот, к шелухе. Не покусается шелуха чеснока с шелухой другой, так сказать. Вот. Отлично. И добавляем ложку жидкого дыма. То же самое. Он у нас тут закрыт. Сейчас мы его откроем. Вот так, аккуратненько, аккуратненько. Тут такая пробочка как бы есть. Еще пластиковая. Убираем ее. Вот он получается. И туда же чайную ложечку. Все. Это мне лично достаточно. Так что этого жидкого дыма мне хватит на много рецептов, которые я буду делать теперь частенько, думаю. Так. Подмешиваем, смотрите. Все окей. Так, это у нас рассол. И берем туда же наши кусочки сала. Вот такие, да? Раз так на дно укладываем, чтобы еще покрыть его этим рассолом. И желательно покрыть этими всеми нашими листьями. Листьями, кожурой, да? Вот это вот сверху. Ну, чтобы цвет хороший был. Потому я говорю, все зависит от того, какая у вас там кастрюлька. Какой у вас там, вот, смотрите, как хорошо все укладывается. Прикрываем, чтобы оно не всплывало. И таким образом даем ему еще повариться чуть-чуть на медленном огне. 5 минут. Больше не надо. Так, 5 минут прошло. Выключаем. И вот в таком состоянии оставляем пока не остынет. 4-5 часов, на больше часов. То есть я буду оставлять, сейчас у меня 5 часов вечера, я буду оставлять до утра. Вот здесь так оставлю и пускай себе остывает. Просаливается. Потом в холодильник на пару часиков. Ну, в общем, потом покажу. Потом дальше еще будут всякие приколы. Так, продолжим утром. Утром я вынул из кастрюльки, скажем так, и буду их, значит, вот как они выглядят, эти кусочки сала. Смотрите, они еще не обсохли. Выглядят вот таким макаром. Очень мягкое, нежное и очень хороший запах этого самого копчения, скажем, после вот этого дыма. Дальше, кто хочет, может делать, кто хочет, может не делать. Я один кусочек буду делать. Смотрите, это пимента дульсе, это сладкий перец. Я его немножко беру, этого сладкого перца. Теперь дальше, если кто хочет остренький, может добавить еще обычный перец сюда. Можно любые другие приправы, которые вам нравятся. А что можно там чеснок, к примеру, какой-то добавить, еще что-то. Мне нравится чилийский острый перец. Я из него много делаю приправ. Так что я щепоточку, так как это самое, чтобы было на кусочки немножко. Там уже просто подмешано. Я уже некоторые кусочки, у меня было больше, вымакивал потому. Теперь это все размешиваем, и получается это то, куда мы будем делать, как бы, вот знаете, как говорят по-венгерски, да? Берем какой-то кусочек. У меня таких острых будет парочка, я уже один сделал. У меня просто было еще видео, не удивляйтесь, сказать, куда он сделал, у него был такое-то. Нет, я еще снимал на испанском языке, у меня было еще полкило, у меня было ровно такой же самый рецепт, только на испанском языке. И вот
Там я тоже один кусочек вывалил уже. У меня таких тоталь будет килограмм сала. Ну, это, чтобы просто, которые придирчивые зрители будут говорить, смотрите, уже он что-то там макал. Значит, вот я и рассказал, что я там макал. Значит, вот это все хозяйство берем, вот такой будет острый. И это все, значит, в кульки. В кульки. И это будет еще в холодильнике на 3-5 дней. Ну, все равно же все сразу не скушаете, да? Значит, через 3 можно уже начинать что-то пробовать, остальные просто будут лежать дольше. Но он будет дальше солиться еще 3-5 дней в кулечке, просто натягивать, так сказать, доходить, созревать. Это сальцо будет очень мягкое, классное и хороший очень запах копчения. А потом, после этого, можно уже в морозилке хранить сколько захотим. Значит, вот, острый в отдельный кулечек, чтобы он отличался, да, что это вот острое будет. Можете даже чеснок добавить, как хотите. Это все уже на вкус каждого, как это. Смотрите, какой цвет, видите. А это 2 кусочка, которые вообще без ничего, без никаких, просто копченые кусочки. Значит, 3-5 дней в холодильнике, я уже сказал, потом морозилку. Чем еще хорошо на такие кусочки, с морозилки достаете один, ложите в холодильник, остальные остаются в морозилке. То есть, покушали, и в следующий раз достаете еще один кусочек. То есть, они уже получаются порционные. Так что все делайте очень вкусные. И магазинные очень часто делается именно так. Редко кто там коптит, это уже как бы больше домашнее. Магазинное, как правило, именно таким образом и делается. Нам потом выдают это все закопченное. Пока, до следующих видео. Так, пришло время, тарам-там-там, показать, что получилось. 4 дня прошло, достаем, показываем. Вот, смотрите, как что выглядит. Все готово, очень вкусненько и полезненько, скажем так. Такое сальцо можно спокойно взять с собой куда-то там на рыбалочку, просто посидеть с друзьями, под какое-нибудь пивко, там еще по что-нибудь. Ну, в общем, люди знают, куда применить сальцо. Так что все. Смотрите дальше видео, будут другие кулинарные рецепты, подписывайтесь на канал и до следующих видео.